Ребята, всем хорошего дня! Мы сегодня находимся в Tesla North Miami. Мы приехали сюда для того, чтобы забрать Кибертрак. Полгода назад меня что-то сподвигло на заказ этого странного автомобиля, совсем угловатого, который опасен для пешеходов, да и опасен даже для самих владельцев. Не знаю, что будет дальше. Пойдем посмотрим. Пока мы ждем наш appointment, он должен быть через 5 минут. Хотел показать вам робота. Надо было заказывать сразу и робота, и Кибертрак. В хозяйстве помощник, юниты бы разгружал. Сегодня, кстати, поедем, оттестируем Кибертрак в юнитах. Мне нужно разгрузить. Получение машины заняло 2 часа. Говорят, была какая-то царапина, но в Соединенных Штатах, работая с кархоллерами, не первый день я знаю, что такое царапины. Машину доставить — это целая проблема, с учетом того, что даже самые дорогие машины сейчас возят на автовозах по 9 автомобилей. Здесь нас ждет что? Congratulations! Congratulations, Андрей Черезов. Да, это моя фамилия, это мой автомобиль. Теперь мы должны его, конечно, оттестировать. Я не до конца еще разбираюсь в Тесле. Ну, вроде бы вот так вот открываются двери. Сиденье похоже на вашу кухонную табуреточку. Оно такое рубленое, ровненькое, все. Единственное, они здесь, видите, ножки не как у кухонной табуреточки сделали, а наискосяк немножко их поставили, а так в целом примерно то же самое. Здесь у нас какая-то гравировочка. Ничего лишнего. Один экран. На этом экране мы будем следить за скоростью, за всеми показателями. Да, конечно, это не очень удобно. Обычно, когда вот в этой вот области располагаются панель приборная и все остальные девайсы, которые у вас должны быть в автомобиле. Так, у нас здесь регистрация, розеточка. Что у нас тут еще? О, сколько всего. Сколько всего. Интересно, интересно. Так. Зад. Задние сиденья. Как во всех Теслах, панорамная крыша. И теперь нас ждет панорамный багажник. Но для того, чтобы нам открыть багажник... так его можно снаружи открывать. Да, вполне. Вполне себе. Единственное, я не знаю, можно ли наступать на пластик на этот. Ну, уже я могу сказать то, что пластик болтается. Не знаю, насколько его хватит. Я слышал про эту проблему на Теслах. Острые эти углы. Но углы, ладно. Я буду стараться ездить аккуратно. Где-нибудь по лесу, среди деревьев. Брал обычную комплектацию. Вся эта движуха обошлась мне 80 тысяч долларов вместе с налогами. Сейчас они стартуют от 90 без налога. То есть с налогом все это будет за 100. Я заказывал за 56 заднеприводный. Заднеприводную версию сейчас изъяли, ее нету в обороте. Они мне предложили двухмоторный за 70 с копейками, и 80 он вышел у меня вместе с налогами. Такой интересный автомобиль. Они, конечно, его весь налакировали пастами. Давайте сядем, посмотрим, какие здесь регулировочки у нас. Радует то, что 52%, по-моему, видно. Это неплохо. Могло бы быть и хуже. Иногда я слышал в Тесле... Так, где у нас бардачки? Помогите! Помогите! Как-то здесь, наверное, это все дело открывается. Door.
Осталось теперь попасть вовнутрь. Ладно, с этой игрушкой мы еще наиграемся. Единственный плюс, который я вот здесь вот вижу, они в передней части сделали такую бархатистую штучку. И как в некоторых автомобилях Tesla не будет печь солнышко. Ну, козырьки тоже небольшие. А, нет, здесь они, видите, увеличили. Увеличили. Интересно, он снимается. Да. Можете его сразу повернуть. И солнышко не будет светить вам сбоку. Здесь же мы можем попытаться дотянуться до стекла, но, как вы знаете, уже все блогеры практически об этом рассказали вам. Магнитики. Закрываем, открываем. Что у нас, кстати, здесь еще? Опа. Можно даже накрасить зубы или губы. Это кнопочка. Закрывание. Могли бы на самом деле туда V8 какой-нибудь ставить, и тогда бы не пришлось заезжать на заправки. Электрические, тогда бы пришлось заезжать на заправки. О, хорошо, что я не открыл до конца. Здесь мог бы быть первый краш. Крючочки, розетки с водичкой. Интересно, ударит током, нет? Ладно, не буду тестировать. Есть даже розетка на 380. О, здесь какая-то сеточка, наверное, цепляется. Видите, есть крепление. Сейчас я попробую залезть. Хопа. Хопа. Вот так вот крыша на Cybertruck выглядит сверху. Tesla Illuminate. Ну все, теперь сюда можно набрать водички. И это будет мой маленький домашний бассейн. О, а здесь мы видим улицу, представляете, прямо из багажника. Ребята, на этой шикарной ноте мы поедем тестировать наш Cybertruck сначала в Юнит, а потом куда-нибудь на север Соединенных Штатов. Я предполагаю, что это будут какие-то горы, серпантины. Мы должны посмотреть, едет ли он в горах, не сваливается ли он в... Cybertruck в Everglades. Наш друг греется на солнышке. Сегодня очень и очень холодно здесь в Everglades. И крокодилы вылазят на солнышко для того, чтобы погреть свою спинку. И я как раз хотел сделать тестировку Cybertruck на грунтовой дороге. И мне это удалось. Дружок, ты не будешь за мной бегать? Поехали. Поехали, я тебе дам орешек. Едем дальше тестироваться. Здесь нас ожидают наши веселые друзья. Здесь вообще вечеринка у них.
Смотрите, какой у него хвост. На самом деле можно было бы подойти поближе, но когда здесь люди, делать это нежелательно. Мы находимся в заповедной зоне и трогать животных запрещено. Ты что тут лежишь на дороге? А если на тебя кто-то наедет? Ну-ка, дай-ка я выйду, я посмотрю. О, орел полетел. Ну, не орел, какой-то стервятник местный. Какую я выявил очень интересную особенность Сайбертрака. Вот в это место можно садиться, и когда вы здесь сидите, на вас не попадает дождик. Передняя крышка капота, наверное, как ее назвать, багажника, защищает вас. И вы можете подъезжать где-то вот здесь, вот в Эверглейдс. Там у нас плавает рыбка, аллигаторы, разного рода птички сидят на деревьях. И начинать рыбачить. Начинать рыбачить прямо с передней части. Ну, если вы не хотите рыбачить с передней, вы можете с задней, но с задней у вас уже не будет вот такой вот крыши над головой. Очень удобно. Вот, предположим, вы подъехали, у вас краешек, и вы здесь сидите с удочкой, бам, крокодилу по лицу. Не, крокодилов на самом деле нельзя бить. Крокодила погладили, другому дали орешек. Третий взял, укусил вас за ногу, вы сказали, не надо так делать, крокодил. Ноги не для этого, ноги для того, чтобы бегать и тренироваться. Поехали дальше, посмотрим, что там будет на внедорожье. Мы должны загнать его в какую-нибудь грязь. Так, что-то у нас зажужжало в Кибертраке. Пытаюсь найти локацию, где можно заехать в какую-то грязь. Но не получается. Здесь вот вроде бы что-то похожее, но есть маленький нюанс. Во-первых, там аллигаторы, скорее всего, а во-вторых, я туда не проеду. Это, наверное, какая-то или пешая тропа, возможно, для катания на квадроциклах. Вот так вот машина выглядит после того, как я по ней ехал на грунтовке. По ней. Все в камнях. Я чувствую, кому-то не повезет, кто за мной будет потом на хайвее ехать. Не знаю, вот это царапины, не царапины. Ну да, скоро бампер пластиковый. И я думаю, что в ближайшие месяцы он зацарапается. Ну, если не ездить, конечно, по веткам, может быть, это будет не так активно видно. Попробуем его сегодня вечером сполоснуть, посмотреть, как все это будет выглядеть после мойки. Единственное, я, конечно, снимаю, но нужно смотреть под ноги. Наши друзья-аллигаторы не дремлют. Ладно, поехали. Попробуем найти, не найдем. Будем двигаться в сторону Майами. Машина, которая как нельзя лучше подходит для Соединенных Штатов, где одним из самых популярных автомобилей является пикап. Да, у нее есть проблемы, валкость на высоких скоростях, валкость при резком повороте руля, но эта валкость не сравнительна ни с F-150, ни с Dodge Ram, у которых она практически зашкаливает, и можно положить машину на бок, так же как ложится гелик, крузаки. По отношению к этому это вообще мелочь. Но вот за запас хода это проблема. Запас хода у этого автомобиля, у меня базовая двухмоторная версия, около 250 миль. 250 миль, это у нас получается 300-400 километров. Это очень и очень мало. Есть вроде бы как расширенный какой-то пакет, может быть, я честно не узнавал. Может быть, то, что они укладывают вовнутрь аккумуляторы, или есть уже с большей емкостью, я не знаю.
В плане внедорожья это единственное, что я смог найти здесь, во Флориде, зимой, в сезон засухи. Сейчас у нас ураганы закончились. И единственная радость, которую можно найти, это вот такое вот подсохшее болото. Кстати, здесь тоже нет-нет, да вылезают наши друзья аллигаторы. Чем мне нравится версия, которая попроще? На версии, которая с двумя моторами, вот как у меня, и стоит чуть подешевле, резина больше, диски меньше. Здесь немного другая резина, и из-за этого она выше. В случае, если вы выезжаете на грунтовку, у вас большие хода подвески, мягче сама по себе грунтовка. Я сюда ехал с той стороны километров, наверное, 10 по жуткой-жуткой такой пыли, и периодически вроде бы обычная гравийная дорога, но проскакивали такие серьезные кочки. И резина вместе с подвеской, с пневмой, которая здесь есть, играла решающую роль. Но давайте заглянем в багажник. О-о-о-о-о, нифига себе. Вот так выглядит багажник, если проехаться по пыльной дороге. Сейчас, конечно, эту всю историю надо вымывать. Сегодня буду заезжать, наверное, на мойку. У меня здесь, кстати, разного рода вещички снизу. О, а там чистенько. Это неплохо. Фу, сколько пыли. Да, значит, вот этот вот кожух нифига не защищает от пыли. Если он не защищает от пыли, то, соответственно, он не защитит и от воды. Поэтому, да, что-то можно прикрыть, чтобы оно немного было прикрыто. Но если у вас какие-то вещи, которые нельзя мочить, не стоит их ложить в багажник и довериться вот этому чехлу, потому что он не спасает ни от пыли, ни от воды. Да, но это все мелочи жизни. На самом деле машинка прикольная, радиус поворота у нее очень маленький. Универсальный автомобиль, вы можете использовать его в городе, вы можете использовать его за городом, вы можете использовать его в поле. Да, на нем не стоит работать. Некоторые говорят, можно было бы на нем потаскать лодки или машины. Нет, конечно, я бы не стал этого делать. У него слабая несущая конструкция. А вот для личного пользования это самое оно. Первые выводы по Кибертраку. Во-первых, в Кибертрак не заходит больше 2 кроватей. Соответственно, санных тряпок много в нем возить не получится. Также сзади можно положить еще несколько пакетиков. Но кое-что заходит, это уже неплохо. Единственное, стрэпы надо с собой возить всегда. Здесь вроде бы есть какое-то дополнительное отделение, да? Фиксирующие. Сюда можно сложить какие-то нужные вещи, если вы едете в дорогу. Присутствует жуткий запах дешевого китайского пластика. Никогда не думал, что Tesla может так пахнуть. Вы знаете, я оказался в каком-то китайском магазине, в котором продают резиновые сапоги. Не знаю, я надеюсь, на дороге он будет несколько иначе, нежели чем по запаху. Давай, давай, закрывайся. Все. Шеф, трогай. Перед дальней поездкой на 3-й день или 2-й день, какой сегодня, 3-й день эксплуатации, я решил зарядить Cybertruck. Я подъехал, было 33%. Я включил пару минут назад, и у меня сразу стало 36%. Но я думаю, это просто нестабильные показания с батарейки, поэтому прыгнуло сразу на 3%. В целом, чтобы дождаться, пока батарея зарядится до 87%, с 33 мне нужно ждать 45 минут. 45 минут. И это, наверное, основная проблема Cybertruck. Здесь, кстати, у нас все гудит. Гудит сама заряжающая станция. Это, кстати, Вава, обычная заправка бензиновая, но они поставили у себя на заднем дворе такие заряжалки для Теслы. Кстати, во время получения мне сказали, что была какая-то царапина, и заполировали полностью переднюю часть. Вот так вот он выглядит.
за 2 дня эксплуатации. Здесь буквально какие-то капельки, и все это по машине со всех сторон отпечатывается, любые следы. Вот видите, чистенько, раз, грязненько. Остаются пальцы. Но есть единственный плюс, модификация у меня самая простая, самая дешевая на 2 моторах. И из-за этого диски колесные маленькие. И нет этой проблемы, как на больших колесных дисках, когда колпаки трут колесный покрышку колеса. И из-за этого она там изнашивается. Конечно, я не думаю, что это критично. Многие об этом рассказывали, но я не считаю, что это какая-то проблема. Кстати, я открыл для себя жизненное пространство здесь в Cybertruck. Единственное, здесь, конечно, бы свет у нас еще подключить получше. Света, где ты? Ну, не знаю, да, не видно, наверное. Покажу вам днем. В принципе, одному человеку здесь вполне можно на ровном поле переночевать, полу. Хотел рассказать еще об одной маленькой проблеме, ну или не очень маленькой, если вы ездите под дождем или по грязи. Кажется, что вот эта вот крышка, она закрывает здесь все это пространство, но на самом деле от воды эта история защищает не сильно. Если мы сейчас откроем заднюю крышку, мы увидим следы подтеков, следы грязи на внутренней стороне. Все это дело я уже мыл не раз. И когда я проехался по пыльной дороге, вся вот эта вот история была покрыта таким жестким слоем пыли. Я устал все это дело вымывать. У меня до сих пор вот эти следы, подтеки, это все та пыль, когда я проехался по грунтовой дороге. Поэтому хочу вам сказать, вот эта история, это минус. Вроде бы она проходит по таким вот направляющим специальным. Они тоже, кстати, все в грязи, как вы видите уже, хотя машине всего 2 недели. Не знаю. Конечно, неплохо то, что это дело все закрывается. Не знаю, как у пикапов, у которых вся эта история типа 150-х, фордов, рамов закрывается. Там разные тоже методики есть. Но я знаю, что они есть более герметичные, есть наоборот такие сильно протекающие. Но здесь ее садит со всех сторон. Во-первых, она течет по вот этим вот прорезиненным основаниям, по которым она ходит салазком. И также, как ни странно, ну вот как раз она заходит, сейчас я вам покажу. Вы видите, она заходит, и вот в это вот место заливается вода. Хотя гипотетически она не должна туда попадать, из-за того, что здесь вроде бы есть небольшой уклончик. Вот она из-за чего попадает. Когда крыша закрыта до конца, я не знаю, здесь камера не фокусируется, вот. Вы видите, там углубление. Если бы этого не было углубления, а была бы еще одна дополнительная планочка, скажем, вот туда заходящая, все бы это скатывалось вниз по крыше и не попадало бы вовнутрь. За счет того, что здесь у нас углубление, и вот из-за этой маленькой детали недоработки туда попадает очень много воды и пыли. Вот она, проблема у нас нашлась. Нужно было поставить еще одну секцию. Я не думаю, что это дорого, но зато вот эта проблема не имела бы места быть. От нее можно было бы избавиться еще на стадии проектировки. Поэтому вот такой нюанс в плане багажника. Даже если он закрытый, он все равно протекает и в него попадает очень много грязи. Что в результате последней поездки мы получили? Ну, помимо того, что она была грязная, она чуть еще грязная осталась, у нее появились вот такие вот мелкие сколы по всему пластику. Это одна поездка по гравийной дороге. Из-за того, что у нас здесь очень веселый протектор, камешки попадают в этот протектор, и они бьются, вылетают во все стороны, также попадают на крышу автомобиля. Я почувствовал это вчера, когда ехал по Everglades, когда камешек упал откуда-то с неба. Лучше бы упал $1 миллион вместо этого камешка. Вот видите, камешки в протекторе цепляются. И здесь такая же история. Сильно запескоструйный пластик. Одна поездка. Я проехал порядка, наверное, 15-20 миль по грунтовой дороге. Помыть у меня его получилось. Вот эти все дела с разводами, это, конечно,
с разводными, с пятнышками, они присутствуют, да, вот разные такие вещи. Ну, я сильно не обращаю на это все внимание. Автомобиль поедет в тура кататься с местными майамскими туристами, поэтому я думаю, они его за год-полтора все равно ушатают. Какие я сделал для себя заключения? Я не попал в снег, поэтому в снег мы еще с вами съездим. Возможно, через недельку, 2-3 и где-то в течение ближайшего месяца выйдет видео по тому, как он ведет себя в холодных условиях. Внедорожье серьезное тоже я не нашел. Для повседневной эксплуатации автомобиль для Соединенных Штатов прекрасный, но есть нюанс, который перекрывает много положительных аспектов от этого автомобиля. Положительные аспекты такие как пикап, вместительный багажник, вместительный салон, но маленькая батарейка. Крайне маленькая батарейка, крайне маленький запас хода. Запаса хода здесь в лучшем случае хватает на 250 миль. Если вы его подгрузите и гоняете, то 200 миль запаса хода на таком автомобиле — это, конечно, маловато. Я думаю, если это было бы где-то 400-450 миль, как они обещали, когда презентовали Cybertruck, тогда да, тогда этот автомобиль заходил бы на ура, и все бы постоянно покупали. Да, он сейчас популярный, но люди его распробуют, они поймут, что придется каждый день заправляться, а у меня я езжу много, получается так, что я заправляюсь или каждый день, или через день. В этом негативные аспекты Cybertruck. Но то, что это пикап, который может разгоняться за 2-3 секунды до сотки, это прекрасно. Полный привод, вы сможете съездить на рыбалочку, вы сможете съездить по внедорожью на какой-нибудь пикничок, и в то же время вы можете ездить каждый день на работу и с работы, независимо от того, кем вы работаете, пилотом, гинекологом или стоматологом. Друзья мои, я желаю всем как можно больше здоровья, путешествий и до новых встреч! No, I'm not innocent. You deserve a better man. Let me just hold your hand once more. Ooh, ooh.